У меня был план окончить 10 классов и учиться, поступать в вуз. Вот. А так, война и все. Послали в наступление роту. Из роты осталось 5 человек. Вот и все. Здравствуйте. Меня зовут Бирюков Алексей Федорович. Я участник Великой Отечественной войны. Мне 96 лет. Я родился Гомельская область, Жлобинский район, деревня Ректа. Деревня наша была большая. В деревне было 2 колхоза. Начиная с 5 класса ходили мы на работу в колхоз, выполняли кое-какие работы. Надо было подвозить рабочим воду, лошадями притаскивать копны, сено, стогу. Позднее, уже 7 класс, 8, я ходил на работу в колхоз каждый день. Это был, 40-й, 41-й. Никто не ожидал никакой войны. И вот 6 числа мая месяца пошла молва о войне. Это говорили между собой. Это что я слышал, как разговаривали старшие. Моя тетя, она по специальности учитель, но и у нее даже был радиоприемник. Она слушала радио и потом слушала Чехословакию, вот такие, где можно было по словам понять что-то. Тайком с отцом разговаривали, что нет порядка, что-то неспокойно и так далее. Что враг будет разбит на его земле и быстро закончится, это нас учили в школе. У нас был значок Ворошиловский стрелок, ВС. Нас учили после занятий. Мы из мелкокалиберки стреляли. Потом значок был ГТО, готов к труду и обороне. Тоже, знаете, после занятий нас учили. Мы считали, что мы непобедимы, и никто нас не победит и так далее. Когда уже дело шло к началу войны, к 22-му, то отец и собрались в эвакуацию, эвакуироваться. И сосед на лошади завел нас на вокзал, это километров 8. Посидели мы там ночь на вокзале, день, не проследовало ни одного эшелона никакого. А на утро уже у Жлобине немцы. Ну и пошла дальнейшая оккупация всей Белоруссии. Пришли из деревни, забрали скот, который был и так далее. Остались пустые сараи, пустое все. Боялись сильно, потому что если спрячешь, они расстреляют. Ну вот у деревни там молодой человек, да полицейский пришел этот пьяный. Як он його вигнав, да й по морді дав. А на завтра наскочили, розстріляли його. Отець хоронив. Его отец, семья. Ну и мы там ходили. Они приедут, по всей деревне пройдут, и кого не спрятался, схватят, и все, и нету. И погнали в Германию, вот как. Да хоть плачь там, хоть кричи, хоть свищи. Заберут, и никаких делов. Так и жили, прятались и... В ноябре месяце
Гомель освободили, Гомель. Ну и мы на лодках переехали через Днепр, и там, значит, зашли к своим военным, а потом пришли к начальству. Ну и он дал команду, зачислил в армию. Все, и выдали нам билеты красноармейца. Меня определили в саперы. Ну, так они смотрели по образованию, это надо было учить. Изучили мины, как с ними работать, как их разминировать, как ставить и так далее. Все это рассказали. И литература была по каждой мине. Я был самый молодой, а так были все постарше. Были учителя, директор школы был. Приходилось идти в разведку, языка брать. Сапер должен разминировать мины перед траншеей противника и порезать проволоку. А тогда идут разведчики брать языка. Когда мы тогда пришли брать языка, открыли немцы, сильный огонь. Никакого плена, в плен не имел права сдаваться разведчик. Ну что должен делать? Борьба до последнего конца. И мы не имели права оставить своего разведчика, допустим, раненого или убитого. Наказывали все, если не забрали раненого или убитого. Когда идешь в эту атаку, задача какая? Чтобы быстрее достигнуть траншеи противника. И они сидят в траншеи и ведут огонь. И кроме того, ведут огонь по наступающих артиллерия, которая совсем далеко. И даже другой раз и авиация. А если уже достигнешь ихней траншеи, по своих они не бьют. Вот задача, как можно всеми силами, бегом, чтобы дойти до этой ихней траншеи. Ну и в траншеи там, конечно, может завязать с собой. Ну и тогда выскакиваем с траншеи своей и вперед к ходу. А кто там ты останешься живой, погибший, мертвый и так далее, тебе некогда думать об этом. Кричали, да, ура кричали, ура. И кричали и за Сталина, за Родину и так далее. Учат для того, чтобы до немцев навести испуг. У нас Заградотрадов не было. Это уже не Сталинград, а это конец войны. И здесь было верховодство над противником. Знаете, совсем другое настроение было у солдат, потому что мы побеждаем, мы идем вперед. Нам было хорошо, что неплохо снабжали нас. Ну, и да, в основном все отвечали эти тушенка американская. Американцев за золото покупали. В пехоте пехотинец до первого наступления. Наступление это или ранен, или убит. Ну и также, когда идем в атаку, стреляем. Они у нас стреляют, мы их стреляем. И ложатся раненые и убитые. Убил я его, не убил, и сколько там, ничего не трудно сказать. Два двоюродных братья моих не вернулись с войны. Моей тети муж. Я тебе прошу, посиди эту минуту, а? Посиди, я приду сейчас. Так? Где ж ты сейчас? А, да, я тебе включу телевизор. Ты сейчас не приходишь. Посиди, посиди. Вот не хочет сидеть. Баба не хочет одна сидеть. Вылетели из головы. Лежал же я и в госпитале в одном. Мюнхгаузен какой-то был. Ранило в пригородах Кенигсберга. Ну, с утра устали так, как положено. Кенигсберг этот очень сильно оборонялся. И крепость там, черт ты знает какое.
тысячелетней давности. Послали в наступление роту, так? Из роты осталось 5 человек, вот и все. Одну мину поставил, гады натянул высокую проволоку. Считал, что будет человек идти, тут вот зацепится и взрыв. Ну, я, значит, и так крутился, как ее перерезать. И не достану никак. Я, значит, вот на коленке поднялся, чик, и упал, все, выстрелил. Вот. И на голову. Вот, сломала челюсть. Тут вот, это все пуля искорожила. И тут, значит, глаз и плечо. Это снайпер. В госпитале я там же, у Восточной Пруссии. Дней 12 я был там. Нас погрузили и в Москву на излечение. В Москву привезли, Москва не приняла, перегруженные госпиталя. А госпиталь надо был челюстной, направление на Казань. Там разгрузились в Казани, вот там и лечился. Наш госпиталь был в школе. И таких же госпиталей там очень много было. Глубокий тыл и везли туда. И без руки, без ноги, это отдельно и так далее. Ну, так страх огромнейший. Так мало того, что одной руки не имел, так и двух. Все же семейные были, женатые, жена и так далее. Не 18-летние, как я. А таких, как я, это единица там была. Завели меня в Казани на вокзал. Медсестра билет взяла, посадила в вагон, поезд, и поехал я домой. Ну, их, нас же по закону запрещалось. Их к немцам нельзя было и грабить, и забирать, и что-то делать с ними. Нельзя было нашему солдату. Нас заставляли к ним относиться как к людям. Ну, а мы их ненавидели. Ненавидели, и все. Не могли с собой ничего поделать. И они наших детей получали все письма мы с дому. Спалили эту хатынь. Мы знали, что другие деревни. Немцы расстреляли отца. Вот такие, понимаете? И все письма, которые приходили с оккупированной территории, вот такие вот были. Что забили сестру, забили мать, забили брата. Немцы забили. И да какое отношение может быть? Они же пришли к нам воевать, а не мы к ним. Отрицательное к ним отношение было. Я и теперь ненавижу. И я сошел на своем разъезде, 16-й разъезд. За вагона посмотрел Днепр, как скручивается. Знакомая станция разбита, спалена. А по реке видно все. Сошел и иду домой. В мешку там кое-какие провианты. Иду и боюсь, что мать, отец искалечены. Не такие, как был. Ну и вот, и прихожу домой так. Мать мне потом рассказывала, что она очень сильно переживала, увидела меня, но она же не могла мне сказать это. А уже потом, через несколько годов. Совсем молодой парень, совсем. Шрам и рука не поднималась. Вот. Теперь поднимается, вот, а тогда не поднималась. Я что делать? Физически работать не могу. Ну и я решил учиться. И в школе учился я отлично. Ну и пошел в этот техникум, пешком. От нашей деревни километров 8. Вот. Ну и пошел я на этот механический. Окончил.
Директором совхоза я стал, меня назначили, когда мне было 24 года. Ну, а когда стал работать, так надо было литературу учиться, глядеть и так далее. С женой очень просто. Приехал я на работу, и она работала тут. И она в школу ходила. Познакомились, а потом она приходила ко мне задачу решать по алгебре. А потом 10 классов кончила и поженились, вот и все. 70 годов уже прожили мы вместе. — 22 июня наш праздник, и я с женой праздную его так, как положено, так, как можем. Даже другой раз созываем сынов и других родственников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 человек внуков, а правнуков 4 человека. Было у нас 122 человека, ветеранов войны. А в настоящее время осталось 2 человека. Я и Кожур такой есть, следующий деревня.